Океанские глубины хранят множество тайн, среди которых особое место занимают затонувшие корабли. Эти безмолвные свидетели прошлого несут в себе истории трагедий, приключений и неумолимого хода времени. Давайте рассмотрим некоторые из самых захватывающих повествований о призрачных судах, покоящихся на морском дне. Мария Селеста – пожалуй, самый известный корабль-призрак в морской истории. Обнаруженная в 1872 году дрейфующей в Атлантике, бригантина казалась покинутой экипажем без видимых причин. Судно было в хорошем состоянии, груз не тронут, но команда бесследно исчезла. Выдвигались различные теории, от пиратского нападения до мистических явлений, но истина так и осталась неразгаданной. Эта история продолжает вдохновлять писателей, историков и обычных людей, олицетворяя вечную загадку морских просторов. Останки древнего корабля, обнаруженные ныряльщиками у греческого острова Антикитера, датируются 65 годом до нашей эры. Среди многочисленных артефактов был найден антикитерский механизм – древний аналоговый компьютер для астрономических расчетов. Это открытие стало одним из важнейших археологических находок XX века, предоставив уникальную возможность изучить технологии и торговлю античного мира. Антикитерский механизм до сих пор остается одной из величайших загадок в истории науки. Огромный военно-морской угольщик USC Клопс бесследно исчез в 1918 году во время перехода из Барбадоса в Балтимор. Корабль с 306 членами экипажа пропал в районе Бермудского треугольника, что породило множество спекуляций о его судьбе. Версии варьируются от катастрофического разрушения конструкции до паранормальных явлений. Исчезновение USS Cyclops остается одной из величайших морских загадок и внесло свой вклад в мифологию Бермудского треугольника. Октавий – легендарный корабль-призрак конца XVIII века. Согласно преданию, судно было обнаружено дрейфующим у берегов Гренландии с замерзшим насмерть экипажем. Предполагается, что корабль пытался пройти северо-западным проходом, но оказался в ледовом плену. В судовом журнале якобы указано, что корабль дрейфовал 13 лет. Хотя история Октавиус скорее легенда, чем факт, она отражает опасности арктических исследований и устрашающую мощь природы. Испанский галеон Сан-Хосе был потоплен британцами в 1708 году у берегов Картахены во время войны за испанское наследство. На борту находились сокровища из золота, серебра и изумрудов, оцениваемые сегодня в миллиарды долларов. Обломки были обнаружены в 2015 году, что вызвало международный интерес и юридические споры о праве собственности. Сан-Хосе символизирует богатство и безжалостную погоню за ним, характерные для колониальной эпохи. Его обнаружение возобновило дебаты о правах на культурное и историческое наследие. Британское вооруженное торговое судно СС «Тистле-Горм» было потоплено немецкими бомбардировщиками в 1941 году в Красном море. Корабль перевозил военные грузы, включая технику, оружие и даже локомотивы. Обломки, обнаруженные Жаком Кусто в 1950-х, стали популярным местом для дайвинга. СС «Тистле-Горм» представляет собой уникальную капсулу времени Второй мировой войны, позволяющую дайверам погрузиться в прошлое. Его хорошо сохранившийся груз создает захватывающий подводный музей военных артефактов. Месть королевы Анны была флагманским кораблем знаменитого пирата Черной Бороды. Изначально французское рабовладельческое судно, оно было захвачено Черной Бородой и использовалось для нападений на американское побережье. В 1718 году корабль сел на мель у Бофорта, Северная Каролина, и был оставлен.
Обломки, найденные в 1996 году, предоставили множество артефактов. Открытие мести королевы Анны дало бесценную информацию о жизни одного из самых известных пиратов и золотом веке пиратства. Шведский военный корабль «Васа» затонул в 1628 году во время своего первого плавания, спустя несколько минут после отплытия из Стокгольма. Перегруженное судно опрокинулось от легкого порыва ветра. «Васа» прекрасно сохранился в холодных водах Балтики и был поднят в 1961 году. «Васа» служит суровым напоминанием об опасностях плохого проектирования и важности инженерного дела в кораблестроении. Сегодня он выставлен в музее Стокгольма, привлекая миллионы посетителей ежегодно. Эти затонувшие корабли рассказывают истории человеческих амбиций, трагедий и тайн. Они напоминают об опасностях моря, технологических достижениях своего времени и неразгаданных загадках, продолжающих волновать наше воображение. Каждое кораблекрушение – это застывший момент истории, сохраненный в морских глубинах, ожидающий исследования и осмысления.